Вопросов о выходе из отказа от еды, от воды всегда очень много. Вроде уже не одно видео сняли, но все равно как-то еще спрашивают. Ну, значит, будем выкладывать потихонечку. Вот. Прежде всего, я очень хочу поблагодарить всех тех, кто помогает наводить порядок на улице, здесь, в помещении. Вот. Это действительно очень приятно. И почему я именно сейчас об этом говорю? Смотрите, когда вы отказываетесь от еды, ваш организм также очищается. И, в общем-то, ему также очень приятно, что вы сейчас его не захламляете всяким мусором, а даете возможность его побыть чистым. И также вот сейчас вот осень, падают листья, и кто-то берет грабельки и начинает здесь подметать. И сначала такое очень чистое пространство образуется, по нему приятно ходить, листья к ногам не прилипают. Вот. Но потом постепенно ветер дует, листья падают, и опять, в общем-то, все засоряется. Но, тем не менее, если периодически подметать, то слой этих листьев, в общем-то, будет небольшой. В отличие от того, если бы мы вообще не подметали, и тут все заросло у нас, листопад покрыл бы все абсолютно. Мы ждали бы очень долгое время, пока это все перегниет, образует землю, ну и так далее. Такая же ситуация, в общем-то, у нас в организме, что если мы периодически его чистим, то все процессы, ну, телу от этого просто становится очень приятно. Чистки, естественно, вот то, что вы проходили в Пракшалана. Сам по себе отказ от еды, от воды, тоже очень сильная, мощная чистка. И также чистка мощная, просто даже переход какое-то время на сыроедение. Но после чистки, после отказа от еды, нам предстоит опять начать взаимодействовать с едой. И, конечно, очень важно, с какой едой вы будете взаимодействовать, с какой частотой, как вы с ней будете взаимодействовать. Ну, сейчас начнем, наверное, сначала с тех, кто выходит с сухого отказа от еды, от воды. Вот тут как раз вопрос, после 5 суток насухо, сколько не можно выпить воды в первые сутки. Ну, в принципе, если выход происходил там в первой половине дня, то есть в сутки можно выпить те же 1,5-2 литра. Но не сразу вы выпиваете залпом эти 1,5-2 литра, потому что бывает после сухого отказа от воды сильная жажда, хочется воды. И ум говорит, я бы сейчас ведро выпил. И вы начинаете пить, вы думаете, что вы напьетесь. На самом деле, после этого происходит то же самое, что если вы после отказа от еды сильно объедаетесь. То есть очень много надо затратить энергии на согревание воды, особенно если она была не теплая, а такая холодная температура. Потом желудок расширяется, он пока не привык к этому, то есть тоже на него большая нагрузка. Открываются все сфинктеры, то есть вы очень мощно запускаете сразу организм на производство. Все равно, что вы пришли из отпуска, и вас сразу загрузили работой, делай то, что за неделю надо было сделать. Вот. Поэтому что делаете? Постепенно. То есть берете кружечку, обычно там 200-граммовую, и выпиваете ее, ну, в течение где-то 5-10 минут. То есть вы что, делаете глоточек, но этот глоток не сразу проглатываете. Вот я иногда замечаю, кто-то пьет и слышит бульк, 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 один глоток за другим. А тут вы просто делаете глоток, и этот глоток не сразу проглатываете, а как бы делите еще его на несколько таких подглоточков. И происходит постепенное рассасывание. Рассасывание уже начинается в горле, начинает влага проникать в ткани, потом уже постепенно пошла пищевода в желудок, там тоже проникает, в желудке начинает потихонечку его раскрывать. Потому что, когда вы не едите и не пьете, у вас не то, что ваш желудок раскрыт и кишечник весь надут, как воздушный шарик. Все потихонечку складывается и в таком режиме ожидания находится. Какие-то медленные процессы там идут, соки, там еще что-то, эпителий обновляется, все это потихонечку проходит, но очень замедленно. Вот. И вы также очень неторопливо, медленно начинаете пить. Сделали глоточек, насладились им, подождали, пока он просочится, разделяя его на 5-7 глоточков таких маленьких.
подождали, сделали еще один глоточек. Опять его медленно рассасываете. И вот вы кружку выпиваете где-то 5, 7, 10 минут, растягивая. В принципе, можно ту же кружку выпивать и за час, в общем-то, делая по маленькому глоточку. Эффект будет, может быть, даже еще и лучше. Через час следующую кружечку, еще кружечку. То есть и постепенно вы увеличиваете количество воды. То есть вот как, например, если взять сухую губку, да, и на нее начать лить воду, она не наполнится практически. То есть будет все стекать, поскольку ей надо пропитаться. То есть также вашему телу после длительного отказа от воды надо сначала напитаться этой влагой, чтобы запустились все процессы, которые были направлены на очищение, еще на что-то. То есть очищение прекращается, и энергия, которая была направлена в организме на очищение, перенаправляется на усвоение воды, в дальнейшем пищи. Также губка, да, если вы ее потихонечку на нее капаете, практически ничего мимо не проливается, но она вся наполняется. Также и ваши ткани, они постепенно начинают наполняться. Ну, естественно, в туалет вы начнете ходить уже более часто, хотя вы, в общем-то, скорее всего, кто насухо был, ходили и так, поскольку влажный воздух, все это помогает организму все равно усваивать влагу. Какие-то остатки вашей жидкости в организме тоже выходили. Вот. Так что пейте нормально, литр, полтора, да даже полтора, может быть, хватит, 2 можно потом. В общем-то, считается, это как по науке, да, что где-то 30-35 грамм воды надо пить на килограмм веса. Но опять-таки, да, воду надо чистую пить, но часто получается такое некое насилие, некоторые заставляют себя пить вот эту воду. Больше нравятся там соки, там кофе, там что там, какао всякие. Вот. Тем не менее, чистую воду тоже желательно пить, и надо себя вот как гигиену, как вы вот с утра чистите зубы, да, так и приучать себя пить хотя бы в небольшом количестве вот эту чистую воду. То есть вы с утра встали, выпили, с вечера можно оставить стаканчик водички, он как раз состоялся. Вот. Выпили потихонечку, неторопливо этот стаканчик воды. Потом, если хотите, там сода или еще что-то. Вот. Воду нежелательно пить перед приемом пищи и после приема пищи, поскольку тот же стакан воды может разбавить желудочный сок, который будет переваривать в дальнейшем более грубую пищу. Вот. Хотя некоторые утверждают, что типа когда ты пьешь потихонечку, он проходит, типа он сок желудочный не разбавляет, но вот как-то по логике все-таки такое ощущение, что как бы он потихонечку не шел, если в желудке у нас что-то есть, у желудка есть мускулатура, и он все равно постоянно находится там в движении, перетирая эту пищу. И туда попав вода, то есть все равно она будет составлять часть этого желудочного сока, разбавит его. Хотя вот в некоторых традициях, там в ресторанах там подают стакан воды, типа, выпейте. Вот. Может, они подают стакан воды, а потом полчаса вас маринуют, да, чтобы тогда, в принципе, нормально. За полчаса, в принципе, этот стакан воды, в общем-то, уйдет полностью. Это имеется в виду прямо перед приемом пищи. Вода, в принципе, проходит кишечник очень быстро, особенно если она комнатной температуры или температура вашего тела, то есть не надо затрачивать энергию на подогрев этой воды. Вот. Опять-таки зависит от продолжительности сухого отказа от воды. Если вы там дня 3, в общем-то, поотказывались, в принципе, даже до 5, то день-полтора можно, в принципе, себя восстановить. Если более длительное время, то желательно все-таки, хотя бы пару дней повпитывать вот эту воду. То есть спешить, в общем-то, некуда, вы только что отказывались от еды и от воды, начали пить воду, а отказ от еды продолжается. То есть вы наслаждаетесь водой, чувствуете, как тело наполняется, очищение организма продолжается, то есть так называемый голод продолжается, но вы кайфуете, потому что вы пьете воду, только что вы были лишены, и для вас вода уже счастье, уже замечательно. О еде мы подумаем потом. Вот. И через какое-то время уже переходите к той пище, которая несет в себе питательные вещества. И вот тут мы как раз переключаемся на тех, кто
был на водичке, но не питался пищей. Вот. Опять-таки, все равно желудки отдыхали, хоть они там водичкой проходила, впитывалась. То есть перистальтика кишечника была расслаблена, то есть ей не надо было из себя что-то извергать, надуваться. Поэтому также, когда вы начинаете питаться после отказа от еды, делайте все очень постепенно. Если вы предпочитаете, ну как бы цельную еду, да, то есть, например, взяли яблоко, то это яблоко, ну желательно, естественно, сначала помыть, конечно, разрезать на несколько долек, взяли дольку и очень тщательно пережевываете пищу, не проглатывайте куски. Это, в принципе, не только когда вы выходите, это вообще по жизни лучше не проглатывать кусок, который вы, а полностью пережевывать его. То есть, в принципе, вы сглатываете уже слюну с тем, что вы переживали. Есть такая поговорка, да, что жидкое надо жевать, а твердое надо пить. Вот как раз о чем я говорил. То есть вы взяли жидкое и как бы прожевывая его, да, то есть потихонечку проглатываете. Также вы взяли дольку яблока, вы ее тщательно разжевываете и проглатываете то, что там растворилось со слюной. Но у нас век скоростей, космических, и нам надо все быстрее, фастфуды, там быстро все заглотить. Для желудка это очень большая нагрузка. Иногда он даже просто не понимает, что там, не успевает перетереть, отправляет в кишечник, где, в общем-то, происходят не самые позитивные процессы. И, в общем-то, ну, я рекомендую так все-таки выход делать на смузи. Очень хорошая вещь. То есть вы берете тоже яблоко, кладете его в этот блендер, добавляете туда водички и все это взбиваете, перемешиваете. Ну, так получается, в общем, как пюре, как детское питание. И опять-таки, если вы себе сделали стакан этого смузи, не проглатывайте его сразу залпом целиком, как бы вы там не хотели есть. То есть можете взять ложечку, лучше чайную, взяли, зачерпнули, положили себя, ощутили весь спектр этого вкуса и потихонечку, можно даже со слюнкой смешать, потихонечку проглатываете. Следующую ложечку. То есть постепенно, то есть усваиваться пища начинает уже у нас, в общем-то, в горловой полости при смешивании со слюной. И постепенно начинаете увеличивать вот эти объемы. То есть также в эту кружку съедаете не залпом, а тоже стараетесь растянуть минут на 5, там, на 10. Постепенно выпивая. То есть сделали глоточек, поигрались им там, тоже смешали еще со своей слюной. И постепенно, вот как я про воду рассказывал, начинаете проглатывать. Чтобы желудок тоже не резко наполнялся не кусками, а медленно. Вот. То есть желудок у вас расправляется, туда что-то попадает, ему особо там не надо и тереть. То есть там датчики вот эти, у нас же такой компьютер-то интересный, то есть он все чувствует, что там не кусок, а что-то жиденькое, паста, да, то есть ее тереть особо не надо, мышцы напрягать особо не надо. Кислоты, опять-таки, чтобы все это переварить, тоже особо добавлять не надо. И эта пища, контроль прошел, подошла к 12-перстной кишке, где своя щелочная среда ее ощелачила и пошла уже дальше в кишечник, где происходят все процессы впитывания. Значит, то, что вы съели вот это яблоко, то есть все питательные вещества, которые в яблоке есть, попали к вам. Раньше мы делали как? То есть выходили на соках, да? Вот, и многие сейчас выходят на соках. Вот. Но вот как-то, вот как показала и практика, и по ощущениям, то есть вот, все-таки смузи немножко предпочтительнее. Во-первых, соки все равно надо разбавлять. То есть в чистом виде сок лучше не пить, особенно после длительного отказа от еды. Это, ну, такой, как не то что химический ожог получается, но довольно-таки крепкая субстанция, если вы попьете там яблочного или апельсинового, или там грейпфруктового, или лимонного какого-нибудь сока. То есть обязательно надо разбавлять водой, потому что даже стакан сока, ну сколько там, я не знаю, яблоко там 2, 3, 4, наверное, помещается в стакане в этом, пока там все это выжимается, опять зависит от сухости продукта. Если вы еще взяли и залпом выпили этот сок, то есть это вы представьте, что вы 4 яблока мгновенно проглотили. Вот. Какие там пойдут химические реакции?
Потому что ну, вы не сможете вот взять и 4 или 3-4 яблока сразу за минуту съесть, да, то есть тщательно это все переживал. То есть природа предусмотрела, что вы взяли яблоко, переживали все. Плюс что получается, в соках нет как раз вот тех волокон, да, и структуры плода, который начинает постепенно, опять-таки, питать и создавать нашу микрофлору, которая, когда этот продукт проходит по кишечнику, ага, говорит, о, есть питание, и начинает ее перерабатывать. Когда начинает перерабатывать, она начинает синтезировать необходимые вещества, которые нужны нашему организму. Причем, если пища чистая, качественная, то синтез происходит наиболее позитивно, наиболее глобально, и происходит больше питательных полезных веществ. Поэтому все-таки, ну, на мой взгляд, предпочтительнее смузи. Опять-таки, даже то же смузи, когда делаешь, ну, получается такое, как пюре. Тем не менее, вы это пюре или стакан смузи, но я Ирину сначала говорю делать пожиже, то есть у вас получается практически сок с мякотью, когда вы выходите. Вот. Но тем не менее, даже если чувствуете, что густовато, да, ну, можно разбавить или с водой, или опять-таки, держа во рту, выделяя слюну, сглатываете уже со слюной. То есть тут не надо торопиться, потому что сам отказ от еды, все эти так называемые голодания, это простая штука. Самое сложное для многих это как раз выход. Потому что, получается, пошли у нас вкусы, запускаются организмы, память об удовольствиях, ага, это, и начинается, пошло-поехало. Вот я как раз многим часто говорил, что если вы дома, например, не здесь, здесь у вас продуктов, здесь нет, магазин в 20 километрах, выводить вас выводят, но если вы это делаете дома, желательно, чтобы на момент отказа от еды, чтобы в холодильнике просто вообще ничего не было. Но если есть такая возможность, если вы живете там один, или там родные и близкие вас поддерживают, или замок там вешаете на холодильник, чтобы вас ничего не провоцировало. Это в процессе отказа от еды. Но также, когда вы выходите из отказа от еды, еще более важно, чтобы в холодильнике было только то, что нужно вот на одну порцию приема вот этой пищи. Чтобы там не было завалов того, что я вот закупил на выход. Да. Вы закупили на выход, съели одно яблоко, чувствуете, что-то маловато, а давай-ка еще. И вот то, что начинается в простонародье жор. Когда вы одно за другим начинаете есть, и вроде те же яблоки, но вы ими объелись, для организма жуткий стресс, и в принципе вместо того, чтобы принести пользу, таким стрессовым ситуациям вы для организма не всегда делаете благостные какие-то вещи. Поэтому, например, не надо там сегодня там 2-3 яблока, пару морковок. Я сходил в магазин, понимаю, что вот это я буду сегодня съедать, на весь день растянув. Вот. Положили и делаете или смузи, или что вы там будете на терочке натирать, или очень тщательно пережевывать, там у каждого свой уже вариант. Вот. То есть обычно считается, что сколько длится отказ от еды, столько должен быть и выход. Но опять-таки, смотря на чем вы будете выходить, я имею в виду уже не на воде, а отказ и выход именно с едой. Пока вы будете питаться сырой живой едой, у вас будет продолжаться очищение организма. То есть вы получаете такой двойной бонус. Вы уже начали есть, а очищение организма и оздоравливание продолжается. Более того, люди, которые питаются, ну, не самой, так скажем, благостной пищей, мясной, там еще всякими вещами, варенкой, молочкой, вот, которые питаются, даже перейдя на сыроедение, начинают очищаться и, более того, избавляются от целой кучи заболеваний. Просто переходом на сыроедение. А тут вы не ели, у вас очистка, перестройка организма идет, трансформация, клетки заменяются. И тут вот на этом благостном состоянии вы еще добавляете туда живую пищу, овощи и фрукты не термообработанные, живые. Вот. Организм продолжает очищаться. Вы едите, а очищение продается. То есть у вас уже чувство сытости появляется, то есть вы уже как бы и не голодаете, условно говоря, то, что называется. Вот. А организм чистится, чистится и чистится. И чем дольше вы пробудете вот на этом сыром питании, тем дольше он будет очищаться и качественнее будет чистка. Если вы потом хотите
перейти на привычную вам еду, то есть, ну, в силу каких-то обстоятельств, да. Вот. Ну, можете, конечно, это сделать, но, опять-таки, должно быть понимание, что как только вы переходите на мертвую пищу, то есть убитую температурой, какой-то обработкой, то процессы очень резко начинают замедляться. Тем более, если когда вы начинаете есть уже такую тяжелую пищу белковую, мясную, то есть это уже такое резкое торможение. И тут если сравнить с машиной, да, вот как вот мягче всего остановить двигающийся автомобиль. Например, ваш процесс отказа от еды, от воды, это как движущаяся машина, то есть вы разогнались, запустили этот процесс. И как ее остановить? Это называется вот выход, да, остановка. То есть вы можете поставить на нейтралку, сбросить газ, и машина сама постепенно останавливается. Но стоит вам начать есть вареную термообработанную пищу, это получается, что вы очень резко нажимаете на педаль тормоза. Более того, если эта пища еще и в большом количестве, то это уже экстренное торможение. Если вы после, скажем, длительного отказа от еды съели пару котлет, там, пару таких булочек, закусили колбасой, запили все молоком, это может быть как удар в стену, то есть аварийные ситуации. И бывают такие случаи, что люди, которые отказывались от еды и начали очень резкий выход на таком на обильном мясном питании, заканчивали жизнь уже или в больничной палате, или в больнице даже, в общем-то, их спасти бывает и не удается. Поэтому будьте очень осторожны и бдительны вот именно к выходу. Отказ от еды – это просто такой приятный, позитивный процесс, в котором вы можете помедитировать, что-то поделать, а вот выход уже у вас включается осознанность, что я потихонечку, не торопясь, уже процесс сдерживания какой-то, да. Вот как мы в медитативной ходьбе ходили, иногда человек по привычке хочет быстрее идти, кого-то обогнать. Вот. И иногда приходится даже сдерживаться вот в таких практиках. Даже когда вы сидите, тоже вам надо сдерживаться, что не пошевелиться или что-то не сделать, встать и выйти, например. Вот. Так же и здесь. То есть, когда вы начинаете потреблять еду, то есть учитесь контролировать и сдерживаться. Вот это очень важный фактор. Опять-таки, если у кого-то было питание весьма разнообразное, и кто-то хочет перейти на сыроедение, на какую-то более полезную живую еду, вот это очень хороший способ после отказа от еды перейти на сыроедение. Но опять-таки, тоже сыроедение, являясь очищением, не всегда может быть для кого-то питанием. Например, если человек питается обычной пищей и переходит на сыроедение, он не все продукты может усваивать, сыроедные. То есть, да, очищение будет происходить, то есть, там, как салат метелочка, да, то есть очищаются за счет клетчатки. Но, тем не менее, у него просто может не быть той микрофлоры, которая переваривает сырые, там, морковку, свеклу, капусту или еще что-то. Нету просто. Она была забита и убита патогенной микрофлорой, то, что перерабатывает вареную, все вот эти консервы, то есть, все, что такая считается нездоровой пищей. Да, еще очень важный момент. В первые дни особенно отказа от еды и от воды, когда вы начинаете выходить, обязательно отказаться от соли и сахара. Также желательно отказаться от специй, таких довольно-таки ядреных. Сахар можете в крайнем случае заменить на мед, но тоже на выходе желательно мед есть не ложками, а все-таки растворять, чтобы не было такого вкусового шока. Да. Поскольку у вас рецепторы все обновлены, и для вас даже тонко отрезанный кабачок, когда вы там кладете его в рот и начинаете тщательно разжевывать, там фейерверк вкусов. Даже когда вы там, если там кто-то вареное будет употреблять, тоже не употребляйте с солью и сахаром, и вы будете чувствовать вкус каш, которых вы не чувствовали обычно. Если дать человеку кашу не соленую, не сладкую, он скажет, что это вы мне за гадость даете, я это есть не буду. То есть получается, он не каши хочет, а хочет вкусовых ощущений. Соли, сахара, специй, там еще чего-то. Вот. Но можете употреблять в качестве специй куркуму. Это очень хорошая специя, которая качественно чистит и кровь, и сосуды. То есть вот ее можете употреблять даже вплоть до того, что просто в водичке размешивать. Вот. Не говоря уже в то, что там можно ее добавлять в смузи, с маслом смешивать. Да, по поводу опять-таки масла, что организму, в общем-то, которые выходят потихонечку, нужны еще и жиры. И
в качестве добавки жиров очень неплохо брать льняное масло, поскольку в льняном масле очень хорошее соотношение омега-3, омега-6. Вот. То есть так же, как с водичкой, делаете маленький глоточек этого масла и можете даже пойти гулять и просто его рассасываете. Вот. Рассасываете этот глоточек масла, и у вас уже появляются жиры, которые, в общем-то, постепенно также наполняют ваше тело. Помимо овощей, фруктов, яблок, да, очень хорошо также использовать лен, поскольку лен является очень хорошим источником белка, протеинов. Также там содержится вот омега-3, омега-6, также клетчатка. То есть льняное семя – это вообще, можно сказать, уникальная штука, которой можно питаться и делать ее в разных сочетаниях. Можно лен просто молоть в кофемолке. Опять-таки, если вы просто съедите семя льна, оно практически не усвоится, поскольку структура семечки не позволяет вообще ему усваиваться в каком-либо организме, если он не раздроблен. Но разжевать семя льна, да, то есть, ну, все довольно-таки сложно, и часть пройдет у вас, в общем-то, в кишечник и выйдет в непереваренном виде. Поэтому вы что делаете? Вы через кофемолочку все это перемалываете в муку, и там уже можете смешивать или с теплой водичкой, или там водичку с медом сделали, разбавили. Вот эту можете, опять-таки, по консистенции можете делать кашку, можете делать кисельки. То есть будет такая там как бы слизь, но эта слизь не та, которая от вареной еды, да, это совершенно другая, там много коллагенов, ее даже, в общем-то, используют в косметологии, женщины особенно многие. Вот. Поэтому вот на льняной кашке вы можете тоже очень хорошо, скажем так, безбедно для организма существовать. То есть у вас очень много будет и микроэлементов, и витаминов, всего, что там содержится. Также очень хорошо выходить на капустном квасе. То есть, в принципе, это та же капуста, которая мелко режется, прокручивается через не блендер уже, а то, что покрупнее режет кухонный комбайн. Вот. И замачивается в банке водой, закрывается крышечкой, ну и ставится в такое теплое, желательно темное какое-то местечко. Через 5 дней появляется такой квасок. Закисает вот эта капустка. Да, и каждый день надо перемешивать обязательно. Вот. И там получается похожие на кисломолочные бактерии, которые все покупают для того, что там нехватка бактерий для переваривания в организме, там федоки, всякие йогурты с этими бактериями. Хотя там большое сомнение, что они там вообще есть. Но тем не менее, вот в этом квасе вот этих бактерий очень много, которые, в общем-то, очень хорошо восстанавливают вашу микрофлору, которая за время отказа от еды отдохнула. Вот. И у нас в трапезной будет стоять кувшинчики с этим квасом. Не залпом, не кружками, но потихонечку, там, начиная там, с трети, четверти, с половинки кружки, потихонечку попивайте. Пропорции, ну, где-то треть-четверть кочешка, наверное, на 3-литровую банку водички. Да, кстати, вот жмых, который используется после кваса, его опять-таки можно употреблять в пищу. Вот смешать с той же куркумой, там немножко метку добавить, если хотите, чуть-чуть там какой-то специи хренчика, что-нибудь такого, ну, чтобы если вкусно. Хотя он и так, в общем-то, после отказа от еды обладает своим вкусом капустным, шикарным, просто таким очень тонким. Вот. Нагрузки на тело практически никакого, клетчатки много, все это проходит, очищает, запускает как раз перистальтику потихонечку. И оставляете небольшую жменьку для закваски для следующего кваса. То есть тогда этот квас получается уже через день, через два, намного быстрее образуется, если использовать эту закваску. То есть вот квасы вот эти можете использовать. Их там есть и свекольные, и всякие другой, но вот мы как-то вот на капустном квасе. Опять-таки это на любителя. Кому-то капустный квас очень нравится, кому-то специфику запахов не очень. Вот. Но вот можете, кто не пил еще, попробовать, оценить. Кто-то привыкает к нему. Кто-то иногда проводит, скажем так, отказы от еды там, по 40, по 60 дней, находясь вот только на этом квасе. Там есть немножко калорий, ну, практически как в березовом соке, да, то есть чуть-чуть калорий есть, они немножко поддерживают. Вот. И, в общем-то, у людей и вес уходит, и микрофлора вся хорошо восстанавливается. Вот. Значит, в процессе
после того, как вы поели смузи, можно перейти к салатикам. Вот очень хорошие салатики метелка. Морковка, капуста, свеклочка, ну яблочко можно добавить. Тоже помельче уже натереть или на терочке, или в том же комбайне перемолоть, чтобы помельче было. Опять-таки, когда вы его в рот кладете, обязательно также его дожевывать, пережевывать, чтобы не было кусков. Ну вот кто там делает клизму, прокшалан, знаете, что если вы морковку съели, разжевав якобы, да, и сделали потом чистку, вы с удивлением обнаружите, что вот эти куски, они практически все так и вышли. То есть та же морковка довольно-таки плохо переваривается. Но если она перетерта и тщательно пережевывается, практически ничего не пропадает. Ну, лучше всего, конечно, это все-таки в блендере. То есть я вот сейчас практически перешел, ну, на такое, можно сказать, полужидкое питание, да, вот в этих блендерах, то, что делается. Вот. Иногда, если захочется пожевать, там какой-то листик салата берешь. Вот. Сейчас капустный квас вот пойдет, и когда начну есть, я вот с удовольствием жмыхом буду питаться, который тоже можно еще и помельче измельчить. Вот. Ну и постепенно, в общем-то, да, желательно давайте предпочтение капусте. Капуста вообще шикарный продукт, то есть любые виды, особенно там брюссельская капуста, ой, брокколи, да, цветная капуста. То есть для желудочно-кишечного тракта капусты очень хорошие. И, кстати, у кого проблемы там с желудками, с кислотностью, да, после отказа от еды часто эти проблемы как бы уходят. Особенно если вы еще выходите и добавляете в свой состав вот этот льняной киселек или кашку, то есть вообще на ура работает. То есть у кого там проблемы там, с гастритами, со всякими, с недомоганиями, с пищеварением, все это проходит очень хорошо и мягко. Ну а потом, кто чувствует, что или семья там питается, или его там с недоумением говорят, что он псих питается сырым, пытается сдать психушки и хочет перейти там на более такие обычные для нормальных людей, которые в социуме живут, еду, на варенку, там, на картошку, на супы. То есть, ну, потихонечку также делайте это. Вот. Но тем не менее у вас будет хотя бы опыт сыроедения, и с каждым разом вы можете просто чувствовать, насколько вот сырая и живая еда дает больше энергии и легкости, чем вот вареная, термообработанная. Опять-таки вот хочу еще коснуться хлеба, булки, да, что, ну, тоже такая еда, которая очень сильно загружает. Особенно, ну, поскольку многое делается из белой муки, и все полезное там просто уже выкинуто и исчезло, ничего хорошего там особо нету, поскольку там и соль, и сахар, и куча там добавок, ингредиентов. Если уж не хватает мучного, да, лучше есть или лаваш, или хлебцы. То есть вот это самое такое. То есть лаваш там что, мука и вода, в общем-то. Ну, это все термообработанное, все. Не надо там никакого ни брожения, ни заквасок, все там, в общем-то, в таком хорошем виде. Но опять-таки, также регулируйте количество еды, не переедайте. Потому что вот эта перезагруженность, опять-таки, вот как раз на выходе вы можете почувствовать, насколько вообще действительно мало. Вот Илинка вам будет давать вот эти смузи, да, вы будете чашкой наедаться, а то и не доедать иногда. То есть вы действительно будете чувствовать, особенно если вы будете есть осознанно и внимательно, вот, то тогда процесс еды, в общем-то, превращается в целую историю, в целую медитацию, в целый спектакль. Потому что как чаще всего мы едим? С утра встали, у нас куча дел, мы мозгом уже в делах каких-то, включаем там телевизоры, новости, компьютеры, соцсети, и между делом начинаем что-то поедать. То есть совершенно не обращая внимания, как мы это проглатываем, в каком количестве. То есть вот возьмите себе за правило, выделите 10-15 минут в день вот на еду, на это. Ну и если сколько раз едите, но вот эти 10-15 минут, или сколько вам нужно для потребления еды, уберите телефоны, закройте книжки, выключите компьютеры, ни с кем не общайтесь. Вот даже раньше в старину была поговорка: когда ем, я глухонем. И дед сидел с такой длинной ложкой, если кто-то там слово вякнет, сразу ложкой по лбу получал. Очень, опять-таки, хорошо соединение внутреннее, то, что называется вот молитва, да, с едой. С водой то же самое, кстати, вот, когда вы выходите, тоже с водой можно так разговаривать, пообщаться, сделать запрос на свои состояния. У кого-то, может, какие-то проблемы
Это хоть кажется на самом деле ну, такой некой фантастикой, но тем не менее это все бывает и работает, особенно если вы в это верите. То есть вот это время уделите вот взаимодействию с едой. Вот представьте, что к вам в гости пришел человек, начинает с вами общаться, а вы там ноль внимания на него, там да-да-да, а сами там начинаете читать книги, смотреть телевизор, но человек как-то обидится, ему будет неуютно, но в следующий раз он так как-то не захочет даже прийти, взаимодействовать с вами. То же самое и с едой. То есть если вы еду вот эту осознанно, внимательно поглощаете, то есть организм просто включается в процесс. То есть он действительно начинает впитывать, потому что вы своим вниманием подтверждаете, да, что я сейчас ем, что я сейчас напитываюсь полезными веществами, микроэлементами, я взаимодействую с живой едой. Вот так же, как когда мы делали пракшалану, я вам говорил, когда делаете пракшалану, ощущайте, представляйте, как происходит этот процесс. Как эта соленая вода очищает ваш кишечник, все эти каловые завалы. То же самое и с едой. Да и вообще, в любом общении, когда вы общаетесь, да, ну приятно, наверное, когда человек с вами действительно на одной волне, а не где-то там в мыслях или спит, или еще что-то. Ну, нет смысла общаться с человеком, который спит. Получается, что еда вас поступает, а вы в этот момент спите. Ну, как-то она так транзитом проходит, или... То есть она, можно сказать, теряет свою энергетику, живость. Да, кстати, по поводу еще живой еды, очень хорошая вот эта биогенная так называемая еда, проростки. Когда вы проращиваете какие-то зерна, они дают побеги. И вот эта еда также является очень полезной, очень много энергии и силы там. Также по поводу воды, да, что есть так называемый окислительно-восстановительный потенциал воды, и вода, обладающая ну, в озерах, в водопроводе, вот, она положительно заряжена. У нас в организме она отрицательно заряжена. То есть организму, чтобы эту воду воспринять и усвоить, ее надо поляризовать. Вот, на что тоже, в общем-то, затрачивается какое-то количество энергии. Вот почему, когда вы выпьете, если вот после длительного сухого много воды, организму надо затратить энергию на замену полюсов с плюса на минус, тоже и тратится на это энергия. В природе эта вода встречается, но очень редко, или на каких-то вот горных источниках в самом начале, да, пока еще не взаимодействует она там с минералами, со всеми. Вот. Или же, вот если вы возьмете и замочите водой тот же овес, то буквально через 2-3 часа эта вода поменяет свой окислительно-восстановительный потенциал с положительно на отрицательный. И вот эта вода, она дает очень много энергии. То есть вы даже можете провести дома эксперимент, то есть сделать такую воду, с утра попить, и вы почувствуете, тут многие пьют эти, как их, энерджайзеры, да, там неизвестно, что там за химия какая. Вот это лучший энерджайзер. Но эту воду желательно вечером не пить, поскольку потом бывает даже не заснуть. Вот. Так что тут всего очень много, чем можно поразвлекаться, позаниматься. Так что самый главный принцип выхода – постепенность, плавность, осознанность, внимание к происходящему. Чтобы это был не автоматизм, не формализм, тогда вы сможете себя и сдерживать, видеть, что опа, я начинаю срываться, так, секундочку, остановился. То есть вы еще сможете остановиться. Если вы не внимательны, а нырнете в эти вкусы, в ощущения, вот может начать произойти срыв. Вот поэтому мы здесь выводим, поскольку ну, часто человеку и проще здесь выйти, когда этот процесс контролируется, когда вот ему выдали порцию смузи, он ее съел, все там, в следующий раз будет. Он не сможет себе там добавить или еще что-то, не добавить, не убавить, то, что называется. Ну, убавить можно, конечно, потому что многим даже эта порция будет большая. Но, тем не менее, сначала она будет жиже, потом погуще. Потом там уже салатики и все остальное прочее. Вот. То есть, вот это самые главные принципы. Постепенность, внимание и выходить лучше, конечно, на живой еде. Да, опять-таки, немножко хочу сказать по поводу вот цитрусовых, что кто выходит на цитрусах, ну, бывает чистка, когда люди выходят на апельсинах, грейпфруктах, там, лимонах. Вот. Опять-таки, или выжимаете соки и сильно разбавляете водой, или же, когда вы едите, тот же апельсин или что-то, да,
там есть такая пленочка, которая нашим желудком не переваривается. И как бы мы ее там ни разжевывали, она просто как бы в веревочку превращается в такую и проглатывается. И вот эти, часто от одного апельсина, куча вот этих перепонок, они собираются в комок и бывает, в общем-то, закупоривают какие-то пространства, сфинктеры и усложняют, бывает, процесс прохода вот этого пищевого комка. В том же смузи этого уже нету, поскольку оно там разбито, раздроблено и проходит совершенно спокойно, просто являясь уже клетчаткой и как бы метелкой подметает вот это все. Или же вам надо просто, когда вы берете эти долечки в апельсинке, снимать вот эту перепонку, или хотя бы тот же апельсин не дольками есть, да, а вот почистили и еще нарезали. Тогда вы хотя бы разрежете эти перепоночки, и они уже не смогут создавать вот такие веревочки, цепочки. Какие-то продукты можно просто замачивать, да, то есть тут же, например, кто потом перейдет на вареное, да, то есть сначала можно там гречневую кашу тоже замачивать. Хотя она, в общем-то, уже термообработана паром. Но тем не менее, зеленую гречу можете просто заливать, там, чечевицу, те же семечки подсолнуха. Тот же лен, кстати, его тоже можно, например, на ночь залить, там потом водичку поменять, и вы уже увидите, что проростки начнутся. Вот такие семена уже можно есть, или там в блендере тоже, это уже совершенно другое будет вещество, то есть оно уже как бы наполнено вот этой энергией жизни. И эта энергия жизни просто будет уже передаваться в ваши организмы, тела, и вы очень быстро восстановитесь, воспрянете силами и духом.